Доброго времени суток. Казалось бы, нас почти 500 человек, ну, то есть немного, но при этом месячная аудитория за 28 дней, месячная аудитория больше 22 тысяч, и за 28 дней больше 82 тысяч просмотров. Что это говорит для меня? Это обозначает, что много людей пришло впервые и впервые сталкиваются с каналом. Если вы уже искушенный подписчик, вы знаете, куда вы пришли, вы просто открываете тайм-коды и переходите в интересующее место. Если вы впервые на канале, пожалуйста, посмотрите это интро, потому что я должен вам объяснить, что если на видео написана вот такая вот тема, это не значит, что внутри будет именно эта тема. Потому что я снимаю мою жизнь, как я разрабатываю IT-продукты, и у меня внутри видео где-то там 4-5 хороших, прикольных, классных моментов, которые я считаю, что повысят вашу IT-насмотренность, но в названии я должен вынести 1-2 названия, поэтому я выбираю, что туда вынести. То есть в самом видео вы получите больше, чем только то, что в названии, и еще дополнительно получите не только то, что в названии. Поэтому, если вы пришли именно по названию и будете искать, что вот внутри будет какая-то инструкция, я вам скажу так. Я считаю, что инструкции неэффективны. Я считаю, что если вы посмотрели, как у кого-то настроено, этот человек понимает, что он делает, у него инфраструктура поднята не такая, как у вас, вы делаете то же самое, что он показал, у вас не работает. Поэтому вот я снимаю такие вот подобия стримов, у меня записи, где я разрабатываю свои реальные IT-продукты. И даю подсматривать, как я это делаю. Поэтому я считаю, что вы можете хорошо повышать вашу IT-насмотренность вместе с моим каналом. И это обучающие стримы, обучающие видео вместо инструкции. А против чего я еще выступаю? Я выступаю сторонником того, что если кто-то выпустил видео «Сделаю IT-продукт за 20 минут» или «Сделал IT-продукт за 20 минут», я физически не понимаю, как это можно сделать. И у меня даже есть видео, что некоторые создают проекты за 20 минут, а у меня для того, чтобы выкатить приложение в Play Market, для того, чтобы ознакомиться с тем, какие есть ограничения по иконке, на выбор концепции иконки ушло больше часа. Так что как можно выкатить готовый продукт за 20 минут? Скорее всего, это желание привлечь внимание зрителей, а здесь на канале показывается реальная разработка, как она происходит. То есть я сталкиваюсь с большим количеством сложностей, и я не останавливаю запись, я решаю эти сложности прямо онлайн, чтобы вы видели логику, как я решаю сложности, и вы тогда впитываете свой личный опыт, и вы уже самостоятельно сможете решить эти и другие подобные задачи. Что мне хочется сказать, что если вы включаетесь в какую-то серию сериала, то вот, допустим, здесь есть разработка мобильного приложения, и там уже 50 серий, то у вас не будет контекста. То есть вам есть смысл зайти в плейлисты, выбрать плейлист, который вам интересен, и смотреть его с самого начала, чтобы вы понимали, откуда мы идем, какие этапы мы проходим и к чему сейчас пришли, и какие задачи сейчас решаем. Я хочу обратить внимание, может быть, на несколько плейлистов. Ну, можно сказать, свершение, то есть что получилось сделать. То есть я настолько оптимизировал работу искусственного интеллекта, что он у меня самостоятельно работал 2 часа 11 минут и выполнил, по-моему, 3 или 4 merge реквеста, то есть смержил 3 или 4 куска кода логических, и я был доволен результатом. То есть я настолько хорошо построил ограничения
того, как он должен двигаться, как он может двигаться и как ему нельзя двигаться, что вот он смог автономно вот так вот работать. Давайте глянем, что там по автономной работе, потому что если я это уже затронул, так, создание гибридного, веб-кодинг, создание сайта, установка настройка окружения, роботы-парсеры. Вот. Здесь вот у нас идет оркестратор. И если вы ищете, как сделать 0 людей компанию, то вот этот Paperclip оркестратор, он как раз рассмотрен здесь в отдельном плейлисте. К нему можно подключать ZAI, Minimax и еще куча всего через Hermes связку. Рекомендую этот плейлист, но фактически я сейчас уже пришел к тому, что просто работая с оптимизированным байпас-режимом, это все вы можете посмотреть в настройках окружения. Окей. Также я провожу хакатоны. Значит, хакатоны у нас по вот этому адресу hackonvibe.com. Вот это страны, которые уже приняли участие в хакатоне. Можете здесь посмотреть. Прошлые хакатоны вот здесь вот в истории можно глянуть. Это вот то, как я создаю сайт по хакатонам. Это отдельный плейлист. Что здесь? Выводы, архитектура, методология. Если вы хотите по-быстрому посмотреть и глянуть, какие интересные моменты есть, я бы, наверное, обратил внимание на вот это, на этот плейлист. Глянул его по-быстрому. Главное взять и унести с собой. Так, насчет оркестратора мы уже поговорили. Роботы-парсеры, автоматизация. Кому рекомендую посмотреть это видео? Здесь я настраивал парсер, который работает бесплатно для вас. То есть он не расходует токены искусственного интеллекта. То есть я показал, что такое CSS-селекторы, что такое веб-селекторы, как по ним можно простраивать, чтобы робот заходил на сайт и выполнял какую-то логику. То есть это базовое знание по автоматизации веб-приложений и того, как вообще работает Quality Assurance Automation, можно так сказать, то есть автоматизация тестирования. То есть вот этот плейлист, наверное, будет интересен вам в этом случае. Что здесь? Установка, настройка окружения. Ну, это база, то есть здесь можно глянуть, что вам подходит, что вам нужно для веб-кодинга, и то, что вам приглянется, подмигнет, есть смысл глянуть и сделать для себя точно так же. Что здесь? Создание сайта. Очень такая тоже большая подробная инструкция. 27 видео в серии. Здесь от покупки домена, выбора хостинга, привязка, прокидка маршрутизации, поднятие имейла, создание базового одностраничника, потом развитие уже до засешенного многостраничника и до получения первого лида. То есть здесь вот рекомендую посмотреть, как вы можете создать свой сайт. Действительно не за 20 минут, да, трудоемко, но зато вы сами это сможете сделать действительно. И без всяких агрегаторов, которым вы обязаны платить ежемесячно деньги, то есть вы поднимете, и бесплатно у вас это все будет работать хорошо и качественно. Здесь создание гибридного Android Apple приложения. Здесь 50 видео. Я, наверное, скажу, что для меня очень сложно разрабатывать под мобилку. Почему сложно? Потому что когда я делаю веб-приложение, мне никто не указ. То есть я использую любые технологии и использую любую инфраструктуру, какую я только хочу. А когда я завязываюсь с Google и с Apple, то я должен следовать их стандартам, чтобы они пустили меня в их магазины. И сейчас я уже создал приложение и загрузил его в Google Play.
и Google должен дать мне ответ вот, ну, в ближайшую неделю. То есть вот на такой стадии у нас все находится. А я работаю только в том окружении, которое показал, как настроить. Я вам уже показал, где находится установка и настройка окружения. Вот здесь вот 27 видео. Вот, так что, как говорится, можно вечно смотреть на то, как работает другой человек. Так что приятного вам просмотра. Доброе время суток. Столкнулся с такой штукой, что Opus 5 уже вышел, а в Command Line я его не могу запустить почему-то. Поэтому сейчас попытаюсь это сделать. Ну, установим его заново. Я думаю, что... Ну, давайте я покажу, как все происходит сейчас. То есть, что нужно лечить. Он сам подтянулся. Прикольно. Я его хотел вызвать принудительно. Ну что, вы творите магию. В вашем присутствии все сработало. До этого было Opus 4.8 только. Может быть, он не мог достучаться до базы из-за того, что у меня лимиты только сейчас, вот минуту назад, как только я вместе с вами был, то обновились. До этого писала 4.8. Ну окей, значит, пускаем разработку. Это очень хорошо. Сразу подтянулся. Ой, какой хайку. Opus 5. X-High. Ну, пусть будут X-High. Efforts. Посмотрим, что он может. Закроем его, тогда переустанавливать его не надо. Зайдем в наш проект. Откроем отсюда терминал и запустим Cloud. Так, хорошо. Прочитай, пожалуйста, философию, навигацию и SDLC. Ой, тогда надо нам остановить нашего демона. Который у нас тут вот написал все неправильно. Если вы смотрели предыдущее видео, то он все неправильно написал. И сказал: ой, да, я все неправильно написал. Ну, я ему сказал, вставил пистона, что ты все неправильно написал, не так надо. Он: да, ой, я не так написал. Это все перерасход лимитов. И обрубилась связка, что говорит: вот лимитов у вас и нету. Вот сейчас вот я запустил его, чтобы он остановил этого демона, которого он сам напилил. А вот здесь вот мы поработаем. Видите, он все попрочитывал, и уже 22%. Многовато на самом деле. То есть Opus 4.8 читал все это только за 14%. Ты можешь создать демона, который будет именно тебя конкретно перерастормаживать, чтобы ты двигался по чек-листу выполнения технического задания и выполнял его. И я хочу, чтобы ты работал без субагентов. Потому что они, как нас создают субагентов, там сливаются куча токенов и абсолютно неконтролируемая фигня. То есть ИИшка поручила ИИшке, и на выходе я тестирую, ничего не готово, все токены улетели куда-то. Прежде чем городить новое, проверю, что уже есть. В памяти есть след про автолог демона и про реестр атомов ТЗ. Ну вот демон был очень плохо написан, я им недоволен, он слил все бюджеты, ничего не сделал, поэтому ни в коем случае его не используй.
А вот про реестр атомов ТЗ это как раз то, что я прошу тебя подхватить и взять исполнять. Инфраструктура уже есть. Проверю ее живое состояние, чтобы не сделать второго писателя в тот же репозиторий. Ни в коем случае не запуская эту инфраструктуру и не делая второго писателя. Я хочу, чтобы ты делал, и чтобы только ты просыпался. Я запрещаю использовать субагентов. Демоны сейчас погашены. Дев-цикл знак стоп STOP. Оба таймера инактив. Второго писателя не будет. Смотрю чек-лист и правила цикла. Понял, старый демон, в мусор, берем реестр атомов. Смотрю его формат и приоритетную секцию. Ни в коем случае не запуская эту инфраструктуру и не делая второго писателя. Я хочу, чтобы ты делал и чтобы только ты просыпался. Я запрещаю использовать субагентов. Я думал, это ответ, это он... Ограничение принял. Никакой старой инфраструктуры. Ни систем D, ни второго писателя, ни субагентов. Просыпаюсь и работаю только я. Читаю приоритетную секцию реестра. Ну, я бы хотел им покодить, но да, он так поедает токены сильно быстрее. Лишь бы это, ну, не знаю, было бы это эффективно или нет. В рекламных кампаниях пишется о том, что зато он не будет делать второй проход по коду, что экономит токены. То есть он вначале разбирается, а потом кодит. Ну, давайте попробуем новую модельку. То есть 4.8 опусом я был доволен. Если опус 5 вышел, то, ну, может, давайте попробуем. Все, что нужно, собрано. Фронт работ ясен. 40 незакрытых атомов области P0. Высшая по priority.md. Почти все. Одна поверхность. Форма штата – Джадж, которую ты и гонял вживую 27.07. Мой план. Без старой инфраструктуры, без субагентов. Просыпаюсь только я. Механизм. Встроенное самопробуждение этой сессии. Луп. Контекст. Философия. SDLC. Навигация. Реестр. Уже прочитан и остается со мной. Именно поэтому старый демон и жег бюджет. Каждый тик он поднимал свежего себя и заново перечитывал тильда 60 тысяч. Токенов доков. Прежде чем что-то сделать. Источник истины. План. Requirements.md. Реестр атомов. Порядок. Priority.md. P0 стрелка направо P1. Отметку белая галочка ставлю только с названной мутацией и пином на продспек. Правило C12 реестра. Единица работы. Группа атомов одной поверхности. 47P, 4. Сливаются прогоны. Непроверки. Стрелка направо свой орг 3, стрелка направо тесты, стрелка направо PR, стрелка направо мердж, стрелка направо продспек после деплоя. Порядок групп. J4. Боевой баг, кнопки с 3-4 клика. Корень уже локализован аудитом. Стрелка направо блок ролей J8, J9, J10, стрелка направо J6, J11, стрелка направо J7. Канты. Стрелка направо J3. Живой чек-лист пароля. Стрелка направо J5. Discord First. Одно честное предупреждение. SDLC. 46 плюс GateGuard Acceptance. Требует, чтобы приемочные продспеки писал независимый агент. Слепой к коду. Субагенты запрещены. Значит, спеки пишу я. Гейт это пропустит. Он блокирует правку удаления чужих спеков. А добавление новых разрешает. Но методическая страховка теряется. Компенсирую так. Спек пишу до кода. От текста атома. И обязательно прогоняю мутацию. Если захочешь вернуть независимость. Скажи. Верну через отдельный проход. Запускаю самопробуждение. Ну что, пока что то, что он написал, мне нравится. Пока что все возражений не вызывает.
Интервала нет, режим самопланирования. Работаю сам, задачу выполняю прямо сейчас, а в конце ставлю себе будильник на следующую группу атомов. Первая группа, J4, боевой баг, кнопки срабатывают только с 3-4 клика. Его ты видишь вживую, корень аудит уже локализовал, и чинится он системно для всех форм сразу. Ну, по-моему, у меня такое же именно в самой операционной системе. То есть мне сложно сказать, это у меня в операционной системе или это на сайте. Но вроде бы на сайте тоже я, когда смотрел, судья регистрировалась, то я тоже это наблюдал. Дисплей есть. 1. Хидет гейт пройдет. Корень J4 виден прямо в коде. Field validate JS. 26 вставляет узел. Field ERR в DOM на blur. А blur прилетает на mouse down. Форма растет под курсором. Маузел попадает уже мимо кнопки. Клик не рождается. Завожу дерево и смотрю точные формулировки атомов. То есть действительно был баг. Отлично, значит, не зря его поймал. Реестр называет 6 перехватчиков клика на этой форме. Все они один и тот же дефект. Мутация DOM, оверли внутри жеста клика. Ставлю бейслайн в фон. Значок предупреждения на шаге 9 гейта выскочит видимый браузер. Так настроен тест. All. И параллельно читаю перехватчики. Спасибо. Принято. Так и делаю. Спек первым. От текста атома. С мутацией. Читаю саму форму, чтобы спек целился в реальные узлы. Пока мне все нравится, то есть жесткое потребление токенов завершилось. Я уже как-то, если честно, даже привык к вот этому вот своему изобретению, где вы его можете глянуть. Вы его можете глянуть GitHub Webcode Blogger. И здесь вот тыкнуть вот сюда вот. И здесь можете скачать это все, чтобы у вас тоже так было. Ну, скажите же, намного приятнее, чем вот этот вот кругляшок. То есть непонятно, сколько в цифрах. То есть здесь, ну, где-то 75-77, да? Сколько? 70. Непонятно, почему столько. Здесь же 3/4. 3/4 это 75 где-то, а тут больше 75. Ну, то есть вот отображение здесь вот этого кружочка очень неверное. Поэтому сильно удобнее уже мне... А что, я его закрыл? Ой, я перепугался. Я запустил в Cosmic Terminal. Я что, через Cosmic Terminal перестал работать из-за того, что здесь вверху нельзя переименовать сессию на произвольную. И поэтому я начал работать через Tilix. Там можно прямо очень обширную надпись, даже отбитую Enter'ом, вписывать в название. Ну, в принципе, работает одинаково. То есть, если не учитывать параллельные сессии, что я там запускал много-много-много, 8 агентов, то вполне нормально. С одним агентом, если в экономии работать. Пишу приемочный спек. До кода. От текста атомов. Ключ. Жест эмулируется вручную. Маус, down, up по заранее снятым координатам. Потому что клик, playwright ждет стабильности элемента и замаскировал бы именно этот дефект. Знаешь что, я в тебя верю, и поэтому давай мы изменим правила под тебя. Ты вначале создавай код, а потом покрывай тестированием. То есть TDD мы отменяем, и ты уже просто пиши адекватные, классные, хорошие тесты. Я вижу, что ты читаешь действительно атомарные требования технического задания, и я верю в тебя, что ты это сделаешь. Поэтому я отменяю вот это вот усложнение, потому что клик по области, сомнительно для меня звучит. То есть клик по конкретному селектору сильно удобнее, приятнее и стабильнее работает. Так что TDD-шка, я не верю, что она нам как-то поможет здесь. Я вот давай верю тебе, верю и верю тебе. Просто делай качественно и
по очереди самостоятельно без субагентов, и можно вначале выполнять задачи, а потом защищать их тестами, ну и проверить, что там искусственный интеллект, ревьюер проверяет все перед PR-мерджем. Если эти хуки как-то там отвалились, то перевключи их, пожалуйста. Ну вот видите, здесь в клауд вставляется запросто все, что я надиктовал, а в GPT-ху вы вставляете или пустоту, или текст, у вас ничего не получится. Ну, как так можно? Без надиктовывания-то. Я уже так привык с надиктовыванием. Ну, я думаю, вы тоже там установили что-нибудь бесплатное локально. Надиктовываете, или как я в прошлом через GPT-чат это все делал. А он очень быстро прочитал мое сообщение, это мне нравится. То есть вот как-то через Cloud Code, а через терминал мне сильно интереснее разрабатывать. Он активнее втягивает мои сообщения, а в десктопе он... Принято. TDD отменяем. Дальше. Ждет. Код. Потом тесты. По координатному клику ты прав в главном. Он хрупкий, и я его убираю, но обязан назвать факт, который только что вскрылся экспериментом. Клик по селектору этот баг физически не видит. Локатор, клик, перед нажатием ждет стабильности элемента и сам пересчитывает координаты. То есть обходит ровно тот дефект, который мы ловим. Именно поэтому баг дожил до прода. Все существующие тесты кликают по селектору и зеленые. Компромисс, который сохраняет и стабильность. И ловлю, убираю жест, а проверяю причину по селектору. Кнопка не должна уезжать из-под курсора. Когда валидатор дорисовывает ошибку, это обычный селекторный ассерт. Сравнение B-бокс, детерминированный и без координатных кликов. И он краснеет на живом баге. Если все равно предпочтешь чистый клик, скажи, оставлю только его, но тогда тест будет зеленым и при живом баге. Проверяю ревьювер, как просил. Вы представляете, то есть у нас было это покрыто тестами, клик по кнопке, но когда кликается по селектору, то все срабатывается, а когда клик по области, то вылазит баг. Очень интересный такой вот момент. Очень прикольненько. Очень прикольненько. Ну, хорошая модель, то есть пока что я доволен. А если вначале с бешеным темпом там уходили токены, то сейчас он уже начал кодить, и уже медленно пошли токены. То есть он изначально набирал базу данных, и он как-то сказал, что он не будет перепрочитывать философию ASDLC. А я не знаю, это хорошо или плохо. Потому что обычно после обнуления контекста они обнуляются. Я там читал какие-то возможности про записывание стабильной информации в какой-то контекст, который стабильный для экономии токенов. Это было бы очень кстати здесь. То есть если он применит, то это будет очень-очень круто. Ну да, так как-то живенько. То есть я уже вижу там, куда он пишет, я вижу, что он добавляет, куда добавляет. Мне как-то это сильно информативно. А Cloud Code, чем мне понравился, что здесь часть контекста сохраняется в случае принудительного или краша, или ребута. То есть тогда здесь контекста много сохраняется, а терминал умирает. Ну, я надеюсь сейчас на стабильность, на то, что все будет стабильненько работать, и что он будет ходить. Предыстория такая, что мне спалили 50% недельных бюджетов за день и ничего не сделали, поэтому я уже перестал видеть в искусственном интеллекте менеджера. Он не справляется, он принимает неправильные архитектурные решения, как организовать работу, как будет экономнее по токенам, как будет эффективнее по результативности. Поэтому вот все. Я возвращаюсь в то, что показало максимум эффективности. Ну и вот пробую новую модельку Opus 5 в X-High Efforts. То есть у него здесь обязательно включен Syncing Mode. Ну,
я надеюсь, что у него задача там часов на 12. Если он сольет мне 20% токенов, то это будет нормально. Я к этому готов. И это мой, как estimate, мое предвидение, ощущение того, что я считаю будет нормальным. То есть сейчас вот 0 использования и 3% 5-часовых. Ну, то есть по-божески в одном терминале кодим, чтобы никаких конфликтов, кода, никаких гонки мерджей не было. Вот. Ну да, мне как-то тут очень спокойно. То есть я смотрю и понимаю, что он работает в правильном направлении, учитывая те приоритеты, которые я выставил. Ну, теперь можно и спокойно спать идти. Кстати, да, что еще интересно, то есть вот то, что я запилил, оно полностью вытаскивает 34%, а тут вот 340 тысяч токенов, да, из 1 миллиона. А здесь идет, ну, неправильное отображение процентов и контекстного окна. То есть они еще, ну как, когда уже 99 еще можно кодить, когда 100% уже еще можно кодить, а потом уже после того, как 100% какое-то количество времени побыло, там, по-моему, запас от 1 до 3%, когда надо кодить. Ну, я снял об этом видео, что после 100% еще можно кодить. Так, я все сюда хочу отвлечься, потому что уже привык к этому тилексу, а к космику я уже, ну как, плохо к нему отношусь, именовать его здесь нельзя. Но мы в нем запустили, надеюсь, правильную модель Opus 5 с X-High, и сейчас она адекватно потребляет токены, уже создает правильный код, так что пишет в навигации не энциклопедия. Ну, да, я вот могу спокойно идти спать. Хорошо. Желаю вам финансового благополучия, пусть у вас все получается, повышайте вашу IT-насмотренность с веб-код-блогером и всех благ.